Друзья, всем привет! Очень часто вы задаете вопросы какие-то одни и те же, которые они очень важные, которые волнуют очень многих людей. Поэтому сегодня мы встречаемся с Аллой, это адвокат из города Валенсия, и она ответит на самые повторяющиеся вопросы. Что требуется от вас? Поставить лайк, мне нравится, и если вы хотите, можете также отблагодарить автора, то есть меня, под видео есть ссылка. Алла. Вот самый сейчас, тем более понятно, почему он повторяется, это тема, которая интересует очень многих цифровых кочевников, так называемых, да, людей, которые хотят приехать в Испанию, получить документы, жить легально в этой стране, но вот они занимаются, скажем, они работают на какую-то фирму, они работают удаленно, и либо они работают на себя, тоже удаленно получают там по интернету свои зарплаты или что-то. Какие есть, то есть так как вышел этот новый закон в декабре, по-моему, да, он и более-менее начал работать, расскажи, пожалуйста, на что могут рассчитывать люди. Вообще, да, все верно ты сказал, что закон вступил в силу в декабре 2022 года, да. Вообще цель этого закона – это развитие экосистемы быстро развивающих инновационных компаний. То есть это закон для стартапов основное, да. И этот закон регулирует, например, налоговые меры, упрощает бюрократические процедуры, также, например, упрощает процедуры, которые связаны с инвестициями иностранных лиц в компании здесь Испания, да. Единственное, что самое знаемое, да, это вот про кочевников, потому что, да, этот закон также предусмотрел новый тип резиденции ВНЖ или виза. Виза, если мы получаем в консульстве. Если мы получаем на территории Испании, мы сразу получаем ВНЖ, как цифровой кочевник. Вот. И это как бы самое новое и, конечно же, актуальное на данный момент. Что касается в законе, сразу было предусмотрено, что должны были сделать критерии, потому что в декабре еще, то есть мы знали, что да, это регулируется, это новое, да, и регулируется этот новый тип визы или ВНЖ, но еще не было критерий к этому, да, и даже платформа, по которой подается пакет документов на получение для того, чтобы запросить, и еще не работала. Буквально 2 недели назад платформа стала работать, есть уже критерии, то есть речь говорит о том, что, можно сказать, вот-вот мы подаем самых-самых первых цифровых кочевников. То есть закон был, но еще не было готово ни платформа, не было критерий. И, я говорю, 2 недели назад, даже чуть меньше, как платформу впустили, ее даже впустили в работу немножко под другим названием, но уже можно было подавать. И пару дней назад, еще даже не недели, как уже платформа реально готова для подачи вот этих цифровых кочевников. Так, давай теперь что нужно выполнить? То есть, например, человек, я не знаю, ютубер, да, блогер, человек, который, он же цифровой, как бы, зарабатывает он удаленно. Может ли, не знаю, хованский такой блогер, например, не знаешь ты, и не надо знать. Ну, не знаю, какой пример еще привести. Ладно, блогер, который сидит у себя дома и там делает обзоры вилок. Вот. Ему YouTube платит отчисления за рекламу. Он цифровой кочевник, скажем. Такой человек может пробовать? Ну, да, то есть закон предусматривает, или же мы работаем в компании, да, то есть наймом, или же предусмотрено для профессиональной деятельности, то есть я работаю на себя. Поэтому как бы и один вариант, и другой вариант у нас подходит для того, чтобы подать документы, запросить этот тип ВНЖ. Например, если человек работает на кого-то удаленно, да, он предоставляет документы той компании. Да, все верно. Документы там, да, о заработной плате. Там. И пакет, это, кстати, тоже вопрос того, что это супер новое ВНЖ, да. И сейчас... Можно, кстати, обратиться? Сейчас смотрят люди, хотят обратиться. Да, по ссылке в описании. Все правильно. Я, смотри, своих самых-самых первых отправила, потому что, я говорю, платформа начала работать вот 2 недели назад.
И в прошлую пятницу я отправила первых клиентов уже на этот запрос. Подала документы? Да, да, рассматривают. Что касается документов, знаю, что очень много информации в интернете, да, но надо подходить к этому вопросу, то есть нам надо пакет подготовить, не ссылаясь на то, что нам там прописали, я не знаю, в разных источниках, какие документы. Документы очень конкретные, и то есть помимо там паспорта, справки о несудимости, да, оплаты госпошлины, нам надо обязательно подтвердить, что компания, на которой мы работаем, существует, и у ее деятельности реально уже не меньше как года. То есть нам не пойдет, ага, мы сейчас запланировали это, сейчас я куда-то устроюсь, скажем, что дистанционно нет. Как это подтверждать? Надо запросить в реестре юридических лиц, да, на эту компанию, что все данные, какая деятельность, с какого момента зарегистрирована компания, какой представитель, то есть все это документально. Например, это один из пунктов, которые мы должны подтвердить. Второй пункт. Мы должны работать на эту компанию меньше 3 месяцев. Ошиблась, да. 3 месяца надо. Ну все равно 3 месяца это не Я заговорилась. Да, 3 месяца. То есть, опять, как мы это можем подтвердить? Например, социальными, во-первых, договором, да, рабочим, то, что есть отношения, да. Во-вторых, как? За нас компания платит взносы, например, социальные. Это тоже как бы в нашем как бы регистре, социальном фонде, да, прописано, уже видно, с какого момента мы зарегистрированы. То есть все эти пункты, также нам нужно письмо официальное от компании, где будет указано наша, во-первых, все данные компании, кто ее представитель, чем занимается, какая деятельность, данные работника, что он может выполнять работу дистанционно, какие его функции, да, какую он работу выполняет. Все это как бы тоже... Его заработная плата и все. Заработная это плата. же зависит, я так предполагаю. Испания же не выгоден человек, который зарабатывает 100 евро в месяц, как бы, и давать ему документы. Все верно. И это уже как бы вопрос, самый первый тоже вопрос, какая минимальная сумма заработка. Шли мы к денежкам. В законе указано, что это должно быть 200% от минимального саларио минимум интерпрофессионал. Это 1100 сейчас. Да. То есть это 200, значит 200%, значит мы должны показать 2200 как минимум, что... Но если мы, например, подают не только я, подаю супругу, ребенка. Это все суммируется? Суммируется 75% от вот этого 1080 вообще ее должны поднять. Да, 1080. Ой, ну там, слушай, такие баталии, мне стало интересно. Они там прибавляют там что-то 15 евро, боже мой, развели. Оставим на 1100. То есть 75% от этой 1100 на каждого члена семьи плюс. И в этом случае, помимо, конечно, своей зарплаты, я уже советую плюс предоставить справку из банка, да, если мы подаем не только себя как работника, а и полностью семью, мы уже предоставляем и сертификат из банка, выписку, да, что есть эти суммы для того, чтобы успешно как бы получить всей семье. Получают какие документы? Без права на работу, да? Какую резиденцию? Ну, нет, они вообще получают право на работу. То есть они могут получить ее, через год обновить, и в будущем не они... через год. Нам выдают на 3 года сразу. Сразу на 3? Да. Это вот, кстати, этот закон, помимо, как я тебе сказала, что он включает вот этот новый тип виз резиденции, да, также он, например, сделал изменения, что касается ВНЖ, инвесторов, стартапов. Сейчас поменяли, если, например, инвестор раньше был 2 года, теперь? то сейчас автоматически 3 года сразу. Да. Хорошо. И, значит, вот с наемными работниками, удаленными, ну, так вот понятно более-менее, хотя пока были, может быть, вопросы возникнут, через сколько им дадут, вот это ты подала первое, но пока нет претендентов. И очень быстро сейчас рассматривают, потому что, чтобы ты понимал, если я подала в пятницу, в понедельник
в обед у меня уже был там просто был запрос по документам. Надо было еще, да, донести пару документов. Ну, чтобы ты понимал, то есть если в пятницу отправили, да, то уже в понедельник они взяли. Я так понимаю, это все зависит от как любая миграционная служба. У меня когда спрашивают, да, есть сроки, и в этом случае срок очень быстрый. Но все зависит тоже от объема работы, да. Иногда подаешь в экстрахерию, то есть, я не знаю, год назад, может быть, в декабре подал какой-то тип резиденции и через месяц получил ответ, да, а в следующем, то есть это все зависит от момента, и так как это новый тип резиденции, конечно, еще нету такого объема, то есть с подачей сразу, только начинают, и, конечно, как бы они быстренько рассматривают. Хорошо, вот человек работает сам на себя, таких же очень тоже много. Человек предоставляет, я не знаю, делает видео, я не знаю, тоже YouTube или пусть даже что-то он делает в интернете, я не знаю, у него. И тоже он вот это, выполняет это условие, 2000 он зарабатывает, и он может это доказать. И работает тоже он до того, как приехал сюда, больше 3 месяцев, как ты сказала, нужно вот это условие выполнить. Такие люди тоже могут, просто, но он на себя работает. Законом это предусмотрено, что также те, которые профессионалы, которые ведут свою деятельность, они также, то есть в этом случае надо подтвердить, это то же самое, что для компании или ты на себя, ты должен подтвердить свое высшее образование, да, по этой деятельности, которая... Зачем? Но нет высшего образования. Или, ты мне не дал договорить, или как минимум 3 года опыта стажа в этой деятельности. Pues sí, pedimos algo, sí. Что будем, меню или как будем? Я бы меню. Что там в меню? Vale, a ver, mira. Вот я queso de cabra. Tengo lentejas también. Lentejas quiero también. Vale, yo también taco de queso de cabra. Y luego... Pues esa es para ti, de entrada, ¿qué quieres? Lentejas es entrada, ¿no? Puede ser de entrada o puede ser de principal, como quieras. Cambia la cantidad. Si lo quieres de entrada es Vale. un poquito menos y de plato principal sería más caro. ¿Y plato principal tú qué quieres? Yo tallarines. Tallarín. Arroz seco, ternera con cacahuete, сесamo, лимон. Вот это самое серьезное вижу, а это какой-то Tallarines, ну да. талярин, просто макароны? Ну да, это как лапша. Los tallarines lleva el solomillo también, ¿vale? Tallarines. Que no está especificado. Bueno, ¿tú recomiendas alguna cosita de aquí? A mí el arroz seco de carrillera me gusta mucho. Sí. Vale, pues para mí arroz. Vale, pues por mí también. На чем остановились? То, что, да, законом предусмотрено, что или на компанию ты работаешь на дядю, да, или же своя деятельность. Подтверждаем наше высшее образование. Вообще как бы указано, что речь идет о... Профессионально. Как это сказать? Как это слово? Престижиосос по-русски. Ну престижная. Ну вот, да, престижный. Престижный университет или там бизнес-школы. Или же мы подтверждаем свой опыт. Как минимум 3 года на этой деятельности. Нет, 3 года это подтвердить твою квалификацию на деятельность, которую ведешь. А другое дело, это если мы подаемся по компании, мы на эту компанию, помимо того, что мы подтверждаем свой опыт, свою квалификацию, мы подтверждаем, что с этой компанией уже работаем не меньше 3 месяцев. Понятно. Просто я все время, как бы в свою сторону, в ютуберов, да. И есть прилично людей в Украине, там, в России, там, в Казахстане, которые могут подтвердить вот эту сумму, которую они зарабатывают, которая им поступает на счет. Они сами на себя работают, и они уже несколько лет этим занимаются. И почему бы им не переехать и легально жить в Испании и заниматься тем же? Но наверняка, я думаю, очень много людей заинтересуются этим.
есть в этом случае, когда речь идет о своей профессиональной деятельности, законом позволяется даже работать в Испании, но не превышая 20%. То есть от этой. Опять же, у меня на практике это новый тип резиденции, на практике у меня ютуберов еще не было. Так что, как любая резиденция, то есть любой тип, да, все равно рассматриваем все как бы пакет индивидуально, каждый конкретный случай рассматривается индивидуально, чтобы конкретно уже сказать. Просто раньше эти люди, которые занимались вот интернетом, я не знаю, покупкой-продажей криптовалюты, они там выдумывали что-то, у них есть деньги, приличные деньги, но им все время надо было придумать, что получить справку в бухгалтерии, там, чтобы заплатить, чтобы им дали эту справочку, как будто они там работают, они могут купить все это предприятие, в принципе, но им нужна справочка, чтобы здесь, а теперь все по-честному, пожалуйста, да, я занимаюсь на бирже криптовалюты, и я могу это подтвердить. Очень хороший шанс для людей. И со стороны Испании, я думаю, как бы в этом случае Испания тоже, государство, создав это законодательство, как бы это привлекает, и я думаю, что здесь хорошо и для желающих, ну и со стороны Испании это тоже очень, как бы, умный шаг. За хорошие новости. За закон новый, да? Да. Следующий вопрос. И не забывайте там под видео говорить спасибо, благодарить автора, то есть меня. Вопрос такой. Наталья задает. Это как «что, где, когда». А я как это читаю, зачитываю вопрос. Прислала Наталья. В Прибалтике выдают иностранцам такую, как пластиковую карточку, наподобие испанской резиденции, но это не резиденция, это такой номер иностранца, по которому человек в будущем может получить уже вид на жительство полноценный. Да? Но вот это, как я так понимаю, Может быть, как НИЭ? это НИЭ, да, это вот аналог испанского НИЭ. Вопрос такой, можно ли с этой карточкой, открыв компанию в Испании, вот на основании открытия своей компании, получить резиденцию в Испании? Ну, смотри, в принципе, здесь карточка ни при чем, да, не играет. Для того, чтобы вообще знать, какое законодательство к нам относится, будет ли это для третьих стран, да, потому что у нас есть тип резиденции именно для граждан третьих стран, то есть все, которые не входят в Евросоюз, или если мы граждане Евросоюза, к нам относится другое законодательство европейское, и мы получаем уже типы резиденции, да, по этому законодательству. Даже я к тебе, к примеру, почему? То есть, возможно, будущее, например, гражданам. No, gracias. ¿No filmé? ¿No? ¿Foto tampoco? Nada. No, gracias. Например, я могу быть гражданкой Российской Федерации, да, но я в браке с испанцем, гражданином Евросоюза, да. И ко мне уже относится как законодательство, да, член семьи европейца. Все верно. Поэтому, то есть, что вот эта карточка, про которую она прокомментировала, здесь никакой роли не играет. Мы должны обратить внимание, какое у нее гражданство. Это раз. И, во-вторых, компанию, конечно, мы можем открыть, будучи не резидентом в Испании. То есть нам, владельцем. Да, быть владельцем. Для этого в Испании и по этой карточке не подойдет, потому что для этого нам надо будет получить здесь номер иностранца в Испании. Именно для того, чтобы создать эту компанию. На основании компании можем ли мы получить резиденцию? Конечно, и есть несколько типов резиденций. Например, сейчас очень тоже актуальны стартапы. То есть, если у нас проект инновационный, на этой основе мы можем подать документы. Но это вот очень так, как бы, немножко скользко. Инновационное — это как понять инновационное? Ну что, я должен изобрести какое-то топливо? Нет, ничего не надо изобретать такого, но чтобы ты понимал, как бы на практике успешной, то, что я тебе могу сказать, это все равно деятельности, которые связаны очень IT,
да, программисты. То есть, в принципе, я на практике это больше вот вижу, что реально и парикмахерская нам не подойдет. Здесь нету ничего инновационного. Новая стрижка они придумали, нет? Нет, ресторан. Этот вид деятельности нам не подойдет. Ничего здесь инновационного нету. Вопрос такой. Задали немножко непонятный, не совсем раскрытый, скажем, да? Ну, я задам, я передам все равно специалисту. Девушка спрашивает, можно ли украинцу с испанской резиденции приехать на машине из Украины в Испанию, да, а потом уехать на этой машине в Россию. В Россию можно вообще ездить? Тут Слушай, ну это, наверное, уже вопрос больше к юристу в Россию, если честно. Я тебе могу сказать, ответить. То есть в Испанию, конечно, он может. Ну, по Испании очень много украинских номеров. Он может приехать, если он, как бы, машина будет предназначена для того, чтобы циркулировать здесь, да, ну, то есть ездить на ней, то мы ее должны, как бы, получить номера испанские, да, то есть мы должны ее зарегистрировать и поменять номера. Но ездить он может. И если он остается здесь, в Испании, он получает номера. Если цель его не оставлять эту машину в Испании, а ехать дальше с ней в Россию, ну, я так понимаю, то же самое, срок, как приезжий, да, пока тебе позволяет та же там виза, да, ты можешь на своей машине... Ну да, я думаю, по большому счету, ты как турист можешь везде. Главное, да. Что какое у тебя основание, вот, а машина вообще тут при чем? Вот. Ну, нет, машина, пока ты турист, ты ездишь, да. В Испании, в России. Пока турист, да. Да. Но если ты уже не турист, ты также, как бы, твоя машина тоже должна поменять. Потому что случается вот случай, когда задерживают с номерами, потому что если ты там разъезжаешь, я не знаю, сколько. Да, собираешься уже жить, а штраф это ты не платишь, между прочим, на украинские номера-то не приходит штраф. Да, и не платишь за машину налог. И налог, конечно, это много денег теряется. И здесь быстренько сразу просто тебе ничего не делают, но машинку твою отвозят. На штрафстоянку. И да. Следующий вопрос. Человек находится нелегально в Испании, и так произошло, что он срочно должен поехать в Россию, он гражданин России, потому что там родственник сильно заболел. Поставят ли депортацию ему и насколько? Ну, потому что как бы здесь нет документов, он уже нарушил визовый режим. Да, риск, в принципе, конечно, могут поставить. Но вообще законно, да, ему должны поставить депортацию, потому что он нарушил. Закон говорит, что скорее всего, поставят депортацию. Конечно. Если повезет с пограничником, то, может быть, если вы заплачете и расскажете, что у вас родственник болеет, и так получилось, может быть и нет. Или просто, прилетели, повезло. Про студенческие визы. До недавнего времени люди, это один из немногих был способов тоже получить, с небольшими вложениями, получить визу студента, записавшись. Как вот с этим сейчас обстоят дела? И смотри, это, в принципе, один из актуальных вариантов, да, для того, чтобы приехать и основаться здесь, в Испании. Поэтому, как бы, то есть, если раньше было достаточно желаемых на подачу вот этих студенческих виз, то в данный момент количество увеличилось. Думаю, что тоже как бы... Как вариант. Но там, чтобы получить такую визу, возраст не играет роли человека. Не играет. То есть любой человек приехал, захотел изучать испанский язык, записался в официальную школу, оплатил ее. И сколько он должен по времени? Смотри, вообще как бы курсы могут быть, то есть это не обязательно, чтобы это были курсы испанского языка. Это самое как бы актуальное, но в принципе и нормально и логично, да, что человек приезжает сюда в Испанию, чтобы изучать испанский язык. Но мы можем записаться на любые курсы по своей деятельности, или мы можем поступить в магистратуру, то есть в университет.
как бы это не обязательно курсы. Самое главное, чтобы была школа авторизада, чтобы она была зарегистрирована как бы в регистре. Будущее ли это частная школа или там государственная. Основное это, чтобы была авторизада школа. Курсы любые. На практике самое большое это именно языковые. То есть мы приезжаем, предварительно договариваемся с школой, да, что это на изучение, например, испанского языка, и готовим остальной пакет документов. Вот приехал человек, например, на изучение языка, он, значит, оплатил, кстати говоря, насколько я знаю, оплатить можно наличными, не обязательно счет открывать. Но здесь вообще в испанском законодательстве мы не можем оплатить ничего больше, чем 1000 евро. То есть нам позволяется оплатить любое, да, по закону мы не можем платить больше 1000 евро. Так что если нам кто-то идет навстречу, то вообще... Ну не обязаны, то есть не они обязаны, вправе сказать, что нет. Да. Ну вот ты сама подводишь про открытие счета, потому что многие, очень просто в Испании невозможно жить, я по себе знаю, без банковского счета невозможно жить, и тем более, когда сейчас блокируют счета из России, вообще люди, которые даже состоятельные, они практически, даже они каким-то образом, да, переправляют сюда, но здесь они получают наличные с счетов российских. Опять как? Мы сейчас затронем, что касается блокировки. Сначала обговорим, что касается открытия счета. Да, нам нужно, чтобы жить в Испании, нам нужен счет. Например, в случае студенческой визы нам тоже надо получить счет, чтобы потом показать выписку, да, с этого счета, что у нас есть денежные средства. И в данный момент реально открыть счет. Правда, наверное, многие слышали, что один из банков, который оставался который работал с русскими гражданами, да, это ББВА, совсем недавно изменил, сделал немного сложнее, усложнил условия, но тем не менее продолжает. Они, усложнились. Если раньше мы приходили со своим НДФЛом, да, с паспортом, показывали свой доход, и в этот же день, а если мы говорили банку, что мы купим страховку медицинскую, пожалуйста, открывали нам счет, то сейчас процедура занимает плюс-минус 30 дней. То есть мы пришли, подали тот же НДФЛ, показали свой паспорт, но, например, вот студентов уже просят, а письмо из школы, что реально будете курсы учить, окей, а договор аренды, то есть те документы, которые раньше не просились, в данный момент, но если мы приехали для студенческой визы, да, все у нас, то есть нам ничего не мешает, все у нас на руках, мы предоставляем, и удачно, успешно, это просто занимает больше срок времени. Но не может, например, банк отказать и без объяснения причины, просто вот отказали. Слушай, слава богу, пока не было на практике, но вот сейчас, то есть все нормально открываем, то есть не... Хорошо, вот мы со счетами определили, что в принципе можно открыть, то есть это реально, и если отказывают, то должны объяснить, и, по идее, вот в тот банк, который ты назвала, не должны, просто удлинили этот срок рассмотрения. Но есть категория людей, которые уже имеют счета, и у них блокируют счет. Это вот по каким-то причинам или просто потому, что человек из России? И с момента, как у нас ввели санкции вообще регламент о чем гласит? О том, что гражданин Российской Федерации не может переводить больше, если он не резидент, например, в Испании, больше 100 тысяч. То есть вообще или за раз, или как? Вообще. То есть вот вообще 2 раза по 50 и больше никогда ничего. 100 или 100 тысяч. Поэтому многие, то есть у нас здесь много вариантов. Есть такие, чтобы ты понимал, в случае, если я не резидент Испании и у меня лежат на счету больше 100 тысяч, скорее всего, я столкнусь с этой проблемой, что меня заблокировали счет. И здесь будет нелегко его разблокировать, потому что реально есть регламент, на который может банк сослаться. И ты не обжалуешь ничего. То есть, это так. Опять же, надо рассматривать ситуацию. То есть мы не ставим, что нет. Но здесь
Первое, что... Но если у нас меньше 100 тысяч, и даже мы не резиденты, и у вас заблокировали счет, первое, что надо делать, это обжаловать. И если мы обжалуем сначала, то здесь как раз работа адвоката. Если мы попробовали, сказали своему менеджеру, никаких как бы изменений, отсылаем уже в центральный офис. Также у нас есть, если на той ступени как бы у нас нету никаких изменений, мы уже обращаемся даже до Банко де Испания, да, чтобы обжаловать. Но сам человек это не обжалует. Это вот все-таки лучше, я так понимаю, лучше с адвокатом. Все верно. Еще мы можем столкнуться с тем, что я резидент, и у меня больше 100 тысяч евро, да? Но меня также блокировали. Здесь вы не подходите под санкции, потому что, да, у вас больше 100 тысяч, но вы резидент. Поэтому и даже, чтобы тоже имели многие в виду, банки зачастую, когда им предъявляешь, что ага, у меня заблокирован счет. Почему? Потому что регламент, санкции. И многие, например, имеют карточку ВНЖ без права на работу, да, но лукратива. И они идут регламент, и банки требуют, что вы должны быть резидентом налоговым, то есть работать. Они требуют карточку, чтобы было прописано «Авториза трабахар», разрешение на работу. Но регламент не говорит об этом. Он говорит, что достаточно, если у тебя карточка ВНЖ временная, с правом, без правом, там ничего не указано. Поэтому я не вижу, то есть я интерпретирую, что банки неправильно интерпретируют, мы подаем жалобы, и на этом основании в 99, чтобы не сказать 100%, моментально... Такие маленькие детали говорят о том, что надо обращаться к человеку, который это сталкивался, это знает и знает, как разговаривать с банками или там с другими организациями, на что этим организациям нечего будет ответить, поэтому вы добьетесь своего. Под видео есть ссылка, куда можно кинуть денежку за консультацией такого специалиста. Сейчас, например, в Валенсии берут 3 месяца, да, де фианса. Это не маленькая денежка, 3 месяца. За что? Ну, как фианса. За аренду? Да. Ну, конечно, не маленькая. Так я знаю, вообще у многих берут за год. Нет, оплату. И плюс оплату, но еще и фиансу. И многие сейчас, ты покидаешь, не возвращают это деньги. То это, то, да, то другое. Ты снимаешь, да? То другое. И, ну вот просто эти тоже вопросы, как бы надо подходить. Как ты это вернешь? Надо Как? через суд. Ну как ты вернешь? Сколько? Нет, в принципе, это, если вообще речь идет о городе Валенсии, это быстро. За год с момента подачи заявления, учитывая уже предварительное слушание и получение судебного решения, год Потому что уложимся. это может быть, например, не обязательно квартира там за 500 евро, хотя это тоже 1500 фианса. А вдруг это дом, который там стоит 7 и 10 тысяч, Да. это будет тридцатник, Да, 30 тысяч, это которые вам не возвращают. Ну и здесь как бы в любом случае я вообще хотела уже не про судебное, что да, мы можем вернуть, а для того, чтобы в момент заключения договора, да, мы прописали, в каком состоянии получаем квартиру. Не мешало, чтобы лишний раз, если у нас возникнет эта даже проблема, может быть и нет, и замечательно, но если возникнет, чтобы у нас было документально подтверждено, да, мы когда пришли в момент, мы сделали фотографии, в котором, как мы сдали, чтобы нам подписали, как бы, что, я не знаю, в этот момент агент пришел или сам собственник получить ключи, да, от квартиры, чтобы нам подписали, что да, квартира в хорошем состоянии, мы вручаем. Ну, то есть такие... Спросить, даже можно же это как бы судом примется, если я при снятии там дома, да, и квартиры, вот стоит тот, кто мне его сдает, и я снимаю всю эту квартиру, вон там пятна, вот такая-то мебель ободранная или наоборот не ободранная новая, и мне владелец, который снимает, сдает, он мне говорит, да, вот я согласен, вы это посмотрели, я это все заснял, то, что одним кадром я это все снял, это же будет рассмотрено. Ну да, то есть Если вдруг это... через несколько лет мне этот владелец скажет, у меня была
Столик Версачи, а на видео нет, это столик Это, Versace. конечно, это доказательство. Поэтому я говорю, то есть к этим, это такие вопросы, которые на практике, да, может быть, 100 раз не случается, но из этих 100, 2 или 3, да. И поэтому, если вы попались, ну, как бы можно себя просто подстраховать. Вот этими небольшими сделал фотографии, когда сдал, попросил, чтобы расписали, что все получено, как бы все в хорошем состоянии. И тем самым застраховать то, что вам финансу должны вернуть. Если все равно случается, что вам не возвращают этот залог, по крайней мере, мы идем в суд, но там у нас как бы уже... Зависит от Да. адвоката. Ну и плюс у нас уже есть доказательства, те, как бы и мы в принципе докажем и без них, но если есть они, то все будет легче, проще. Друзья, не забывайте подписываться на канал, потому что 70% зрителей по статистике не подписаны на канал. Это безобразие страшнейшее, это грех. Вот перед церковью сидим перед храмом. Не опускайтесь такого, пожалуйста. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. А если вам очень понравилось, опять же, ссылка под видео, можете сказать спасибо автору. Всем пока, задавайте вопросы, пожалуйста, в комментариях, если они у вас появились. Либо, если хотите связаться с адвокатом, тоже заполните анкету под видео. Всем пока, спасибо.